Эмма жила в небольшом городке, где каждый знал друг друга. Она была девушкой с открытой душой, мечтавшей о простой и счастливой семье. День ее свадьбы должен был стать самым светлым событием в жизни. Белое платье, цветы в руках, собравшиеся гости, торжественная музыка — все было идеально подготовлено. Но в самый важный момент, когда она стояла у алтаря, жених, Джейсон, не пришел. Время тянулось мучительно, взгляды гостей становились тяжелыми, а сердце Эммы постепенно погружалось в холодную пустоту. Вместо обещанного счастья она получила унижение и предательство. Несколько недель она почти не выходила из дома. Люди шептались за ее спиной, сочувствовали или злорадствовали, но все это лишь усиливало боль. Она чувствовала себя обманутой и брошенной в самый главный день жизни. Но время постепенно смягчало рану. Она решила, что больше не будет мечтать о сказках и богатых принцах, ведь они приносят лишь разочарование. Именно тогда судьба свела ее с Лиамом. Он не обладал ни роскошью, ни известностью, жил очень скромно и работал на самых обычных подработках, чтобы содержать себя. Но у него было то, чего так не хватало Эмме: искренность и доброта. Его спокойный характер, тихие улыбки и внимание к мелочам постепенно растопили ее сердце. Она увидела в нем надежность и впервые за долгое время смогла почувствовать, что снова может доверять. Их свадьба была совсем не похожа на прежнюю. Без толпы гостей и блеска, всего лишь маленькая церемония, где главным было не золото и цветы, а их взаимное решение идти вместе по жизни. Эмма не ждала чудес, она просто хотела настоящего, простого счастья. Но уже после свадьбы Лиам отвел ее к большому дому за городом. Ворота открылись, и Эмма замерла, увидев перед собой огромное поместье, ухоженные сады и величественные залы. Сначала она подумала, что это шутка. Тогда Лиам признался, все это время он скрывал свое настоящее положение. На самом деле он был наследником огромного состояния и владельцем множества компаний, но никогда не хотел, чтобы его полюбили за деньги. Эмма долго не могла поверить словам. Перед ее глазами встал тот день у алтаря, когда все рухнуло. Тогда она думала, что потеряла свою судьбу. Но именно эта боль привела ее к мужчине, который оказался честным даже в своем сокрытии богатства, потому что хотел лишь одного — любви без масок. И стоя на пороге новой жизни, Эмма поняла, настоящее счастье приходит не тогда, когда его ждешь, а тогда, когда сердце готово принять его в самой простой форме. Теперь ее история начиналась заново не с предательства и обмана, а с любви, которая оказалась сильнее любых испытаний и богаче любого состояния. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.